Здравствуйте! Все мы понимаем, что мир создался спустя миллиарды лет после Большого Взрыва, а люди появились в процессе эволюции. Но тем не менее существует библейская версия сотворения мира, и она тоже имеет право на жизнь. Основной библейской книгой, трактующей создание мира, принято считать первую книгу Моисея «Бытие». И как же описано сотворение мира в библейских книгах? Давайте рассмотрим каждый день поэтапно. День первый. В книге «Бытие» начало творения представляет собой создание земли Богом. Земля была пустой, безжизненной, лежащей в бездонной тьме, и на поверхности ее была вода, над которой носился Божий Дух. Увидев, что тьма покрывает все вокруг, Бог создал свет и отделил его от тьмы, тем самым создав день и ночь. День второй. Так как земля была безжизненна, Богу потребовалось создать небо, которое в Бытие названо твердью. Воздушное пространство, по замыслу Бога, должно было отделять воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. То есть таким образом Бог разграничил околоземное и околонебесное пространство. Тем самым была создана атмосфера планеты. День третий. Следующее творение Бога принято называть сушей, морями и растительным миром. Собрав всю воду в определенные места, Бог создал моря, а явившуюся сушу назвал землей. Земля приносила свои плоды: зелень, траву, которая давала семена, плодородные деревья, семена из плодов, которые падали на землю и произрастали снова. День четвертый. В этот день Богом были созданы солнце, звезды и луна. Необходимы были эти светильники для управления днем и ночью, а также для определения дней, годов и времен. Светильники должны были также, по задумке Бога, быть проводниками различных знамений. День пятый. Чтобы увидеть, как Бог создал мир, достаточно прочитать в Бытие описание пятого дня. Он ознаменовался сотворением царства рыб, пресмыкающихся и птиц, которым Бог повелел плодиться и размножаться, наполняя воду и небо. День шестой. Последний день сотворения мира был отдан созданию животного мира и самого человека. Когда Богом были сотворены скот, гады и звери земные, Он решил поставить над всем этим свой венец творения – человека. Как Бог создавал человека? Он сделал его по образу и подобию своему, из земного праха, вдунув ему в лицо дыхание жизни. Создав на востоке рай, Он поселил там человека и приказал ему возделывать и хранить райский сад, дать название всем животным и птицам. Как Бог сотворил женщину? Когда человек попросил Бога создать ему помощника, то Бог усыпил его и, вынув из его тела ребро, создал женщину. Человек прилепился к ней своей душою и с тех пор не расставался никогда. Таким образом, в течение 6 дней задумал сотворил Бог землю, животных и людей. 7-й же день Бог благословил как выходной, в который, по христианской традиции, не стоит заниматься физическим трудом, а нужно посвящать Богу. Отсюда же возникает спор: 6 ли дней создавал Бог мир, или все-таки 7? Ну, тут тяжело сказать. Создавал, да, 6, но на 7-й день Он благословил, то есть этот день тоже можно считать рабочим днем для Бога, но для нас он выходной. Если вам понравилось, не забываем поставить лайк и подписаться на канал. Вас ждет много полезного и интересного немножко в будущем. До встречи!